Всем привет! С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как вяжется вот такой фактурный узор. Он достаточно плотный, поэтому подойдет для корзин и для вязания сумочек. В мастер-классе я буду использовать, как обычно, трикотажную пряжу Бисквит. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Длина в моточке 100 метров, вес 330 грамм и ширина нити 7 миллиметров. Для вязания я буду использовать крючок номер 7, но подойдет и шестерка в зависимости от того, насколько плотно вы вяжете. Также можно использовать и шнур, например, такой как шнур карамель. Он имеет толщину 5 миллиметров, и характеристика данной пряжи сейчас тоже на вашем экране. В моточке 75 метров и вес 200 грамм. Шнур вязать необходимо крючком номер 5, либо крючком номер 4. Рекомендации такие же, как и для трикотажной пряжи, и зависит очень много от того, насколько плотно вы вяжете. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Раппорт узора состоит из одной петли, поэтому в донышке может быть абсолютно любое количество петель. Все ряды я буду закрывать с помощью вспомогательной нити, которую отмеряю в самом начале вязания. И если вам знаком какой-то другой, более удобный способ закрытия рядов, то можете смело его использовать. На основе корзины я буду показывать, как вязать этот узор. Необходимо подготовить любое донышко. У меня это деревянное, плюс выполнена обвязка. На моем канале вы найдете все необходимые для этого мастер-классы в соответствующем плейлисте. Также необходимо выполнить подготовительный ряд, это столбики без накида, которые необходимо провязать за 2 ниточки. Мы находим петлю, в ее центр вводим крючок за одну нить, когда переворачиваем, видим дужку. Это задняя стенка от столбика, под нее тоже необходимо ввести крючок. Таким образом мы захватили 2 ниточки. Затем захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону, захват рабочей нити и провязываем столбик без накида. Так необходимо провязывать на протяжении первого ряда. Обязательно захватывая 2 нити. На последнем столбике закрываем этот ряд. Вводим крючок в центр петли с захватом одной нити и подхватываем дужку. Итого 2 ниточки на крючке. Захват рабочей нити. Вытягиваем ее наверх к рабочей петле на крючке. Отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем вспомогательную нить и протягиваем ее полностью через все эти петли. Теперь необходимо проложить вот такую верхнюю петлю между последним и первым столбиком. Находим, вот он, первый столбик и второй столбик. Между ними под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, вводим крючок. Вот таким образом. Захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем. Теперь эту ниточку необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла, вот в эту точку. С изнанки подхватываем дужку, это задняя стенка от столбика, и вводим крючок в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Подхватываем вспомогательную нить и возвращаем ее в эту же точку. Ряд полностью закрыт.
Вяжем второй ряд. Здесь мы будем формировать столбики без накида за вот эту верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, а также дополнительно подхватывать в основании первого ряда еще одну. Внимательно сейчас рассмотрите, вот он столбик провязан, и здесь в основании мы для того, чтобы сформировать этот столбик, захватывали 2 нити. Одна располагается с лицевой стороны, вот она эта ниточка, а вторая нить — это дужка, задняя стенка от столбика, она располагается с изнаночной стороны. Вот как раз эту дужку нам необходимо подхватывать дополнительно для того, чтобы формировать столбики. Нашли ту точку, где завершили предыдущий ряд, поднимаемся наверх и смещаемся в следующую петлю. Вводим крючок под верхнюю петлю за 2 ниточки между 2 столбиками. И для того, чтобы четко попасть и захватить дужку от предыдущего ряда, одну ниточку, нам необходимо направить крючок с лицевой стороны под нить, за счет которой мы формировали столбик, и направить под столбик крючок вот таким образом. Так мы захватываем дужку, и это происходит легко. Либо просто можете находить эту ниточку и с изнанки смотреть и направлять крючок для того, чтобы ее захватить. Подхватили все необходимые нити, захватываем рабочую нить, протягиваем на лицевую сторону и формируем подъемный столбик. Вяжем следующий таким же образом. Вводим крючок под верхнюю петлю между столбиками, направляем крючок в основание этого столбика, отодвигая с лицевой стороны ниточку, и направляем крючок под столбик и подхватываем дужку. Захват рабочей нити, вытягиваем петлю наверх, захват рабочей нити, провязали очередной столбик. Вот эти петли, которые вытягиваете, их не стягиваем. Вяжем следующую таким же образом. Вводим крючок, отодвигая с лицевой стороны нить и направляем его под столбик. Захватили дужку, захват рабочей нити, вытягиваем эту петлю наверх, захват рабочей нити, провязали столбик. Так мы формируем столбики без накида за вот эти 3 нити до конца этого ряда. Ряд закрывается по такому же принципу, как и первый. На последнем столбике мы вводим крючок за все необходимые ниточки, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем и полностью протягиваем ее. Теперь необходимо проложить верхнюю петлю между последним и первым столбиком. Мы находим первый столбик подъемный и второй. Между ними под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, вводим крючок. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем ее. Возвращаем в ту точку, откуда она вышла. С изнанки находим дужку, это задняя стенка от столбика, и центр петли, откуда вышла эта ниточка. Захватили 2 нити. Подхватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем, подтягиваем все петли. Третий и все последующие ряды формируются одинаковым способом. Нам необходимо подхватывать верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, а также захватить одну ниточку из основания предыдущего ряда. Сейчас рассмотрите внимательно конструкцию столбика. Он состоит из петли и верхней петли, которая состоит из 2 нитей. От этой петли нам необходимо в основании подхватывать только одну вот эту крайнюю нить. То есть у нас, если мы посмотрим, вот здесь внутри располагается такая же верхняя петля. И захватываем только одну нить, то есть с изнаночной стороны она будет располагаться. Находим ту точку, где завершили предыдущий ряд, поднимаемся наверх и от этой точки смещаемся вперед. Значит, в этой области буду формировать первый подъемный
столбик. Необходимо захватить верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, и в основании предыдущего ряда подхватить еще одну крайнюю нить от такой же петли. Я ввожу крючок вот таким образом. Для начала нахожу, где у меня располагается эта петля. В ее центр внутри ввожу крючок. И когда я попала вовнутрь, я крючок направляю от себя. Таким образом автоматически подхватывается нужная ниточка. Вот так должно выглядеть у вас с изнанки. По бокам столбики, по центру у меня захват нити и верхней петли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, сформировали подъемный столбик. Двигаемся далее. Переключаемся на следующую петлю. В основании предыдущего ряда находим такую же петлю. Вводим в ее центр крючок. Как только крючок попал в центр петли, направляем его от себя. С изнанки обязательно проверяем по обе стороны от крючка столбики, по центру ниточка и в верхней части петля. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и формируем очередной столбик. Так мы вяжем на протяжении всех рядов. Поначалу делать непривычно, вводить крючок в центр петли предыдущего ряда, а со временем, чем больше вяжешь этот узор, тем лучше получается. Вы сами будете чувствовать это направление крючка, как его нужно направить, чтобы попасть в нужную петлю. Я провязала вверх определенное количество рядов и выполнила обвязку соединительными столбиками. Получилась у меня вот такая чудесная корзина. К ней я выполнила крышку. На моем канале вы найдете подробный мастер-класс по ее вязанию. И дополню, что на такую корзину у меня ушло 360 грамм, чуть больше одного моточка трикотажной пряжи бисквит. Если связать корзину чуть-чуть пониже, то уйдет всего один моточек. Высота моей корзины составляет 11 сантиметров и по донышку 17 на 22. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые мастер-классы. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!